Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас с Зайкой и Беней экспериментальный формат. Исторические сплетни. О музыкантах, конечно. Этот выпуск сплетен о французских. Смотрите до конца, чтобы полностью проникнуться духом Франции и Парижа. В Париже подцапались два Жана Батиста. Итальянец Лулли, натурализовавшийся во Франции под фамилией Люлли, поссорился с Мольером. Я приглашаю вас отпраздновать бракосочетание театра и музыки. Жан-Батист Мольер, королевский драпировщик, драматург и актер. Желаете ли вы заключить крепкий, вечный союз с Жаном Батистом Люли, королевским музыкантом, чтобы любить, лелеять и поддерживать его, пока смерть не разлучит вас? Дело не в слухах, что будто бы Мольер женился на собственной дочери. Кому его осуждать, так это явно не Люли, известному своим пристрастием к мальчикам. Жан-Батист Люли, узурпатор, содомит, воплощение сатаны, а Мольер — распутник-кровосмеситель, женатый на родной дочери. Два Жана Батиста не поделили место в сердце короля солнца Людовика XIV. Люли, согретый его опекой, уверенно идет к такому же статусу абсолютного монарха французской музыки, а Мольер ему изрядно мешает. Вместе они написали 11 комедий и балетов, но музыка в них играла декоративную, второстепенную роль. Да здравствует комический балет! Это не устраивает амбициозного и весьма предприимчивого итальянца. Чтобы изменить положение дел, он должен создать новый жанр – оперу, и добиться монополии на исполнение музыки в театрах. А пока Мольер нанес ему жестокий удар. Усилиями драматурга Люли не получил гонорар за пьесу «Психея». А для написания музыки «Графиня де Скарбанья» Мольер и вовсе привлек какого-то Марка Антуана Шарпантье. Удастся ли Жану Батисту стать абсолютным монархом французской музыки? Мы следим за развитием событий. Сегодня музыки не будет. Филипп Нуаре, будущая звезда французского кино, не поступил в консерваторию. Он вообще не собирался становиться актером. Нет. 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 С детства Нуаре, обладавший красивым голосом и прекрасным слухом, пел в хоре мальчиков-зайчиков. И с ним даже выступал в пасхальной мессе в соборе Святого Петра в Риме в 1949 году. Филипп Нуаре мечтал стать певцом и под руководством композитора Франсуа Веркана записал собственную пластинку. Но в 1950 году он провалил вступительные экзамены в Парижскую консерваторию. Карьера певца покончена. Нуаре обращает свой взор в сторону театра и начинает активно осваивать опыт, полученный ранее в детских спектаклях в профессиональном смысле. Это бильярд подождет. Ты что, смеешься? Я играю в оркестре. Они сыграют и без тебя, но уж нет. Чарующим зяблики под сплетением ветвей. У меня соло, я играю зяблика. Как знать, может, провал в консерватории был к лучшему? Наступает время. Не знаю, но становится ясно, что это не то. Кстати, больше веселых и захватывающих сплетен и красивой информации о музыке вы найдете в моей группе в Телеграм. Что ты, Зая, говоришь? Надо подписаться? Надо. Ссылку я оставлю и в описании к видео. Французские поэты решили не просто возродить древнегреческие эталоны, но и поднять французский язык на уровень греческого, достичь в родном слове той же эстетической планки и общественного признания. Фалехов гендекосилаб есть сложный
пятистопный метр, состоящий из 4 хореев и 1 дактиля, занимающего 2-е место. Но вот незадача. Как у древних греков не получится, ритм и метр древнегреческой поэзии ускользают из-за отсутствия во французском языке длинных и коротких гласных. Вроде как решить проблему можно, когда стихи не декламируешь, а пропеваешь. Венецианец по матери Жан-Антуан де Баиф готов взяться за эксперименты, но для этого ему нужна помощь целого сообщества. Он уже выдвинул его величеству Карлу IX идею об организации первой государственной академии, Академии поэзии и музыки, измученной политическими и религиозными неурядицами, стоящей на пороге Варфоломеевской ночи, его величество жаждет отвлечься и уйти в думы о высоком искусстве. Мне страшно. Успокойся. Но денежки на академию придется выделять из казны, а парламент уже выступил с ярким неодобрением подобного нецелевого расходования средств. Парламент даже привлек на свою сторону архиепископа Парижского, который выступил с осуждением идеи как развратной и коррупционной. Удастся ли Жану Антуану де Баифу и, конечно, Карлу IX успешно противостоять такому натиску? Будем посмотреть. Этот стих вполне приемлем и в русском языке. Отрок, ищешь любви, горя желанием, но любви не найдя, в слезах жестоких, ласк награды чужих, приемлешь, дева. 19 век. 16, 17, 18 века Франция сопротивлялась итальянскому давлению в вокальной музыке. Несмотря на то, что французскую оперу буквально вся Европа считает чудовищным переживанием для слуха. Многие отмечали, услышав впервые французскую оперу, что это не пение, а крик. Стоит ли удивляться, что выдающиеся певцы Франции очень рано теряют голоса? Все это время значительные положительные подвижки связывались так или иначе с влиянием итальянцев. И вот свершилось. 1803 год. Парижская консерватория официально приняла, документально утвердила методу, следовать которой обязательно при обучении вокалу. И эта метода итальянская. Ее основоположник Бернардо Менгоцци, член консерватории и ученик Гвардуччи, в свою очередь получившего свое вокальное мастерство под руководством самого Бернакки, виднейшего представителя Болонской школы пения. То есть имеет место пересадка вокально-педагогических приемов староитальянской школы пения, представляющей первую волну бельканто, на французскую почву. Свод новых правил по обучению вокальному мастерству, озаглавленный как «Метод пения Парижской консерватории», получил горячее одобрение одного из основателей этого учебного заведения – Луиджи Черубини, итальянского же композитора, обогатившего французскую оперу новым жанром – оперой спасения. Что ж, будем надеяться, что французские певцы, проходящие теперь обучение в соответствии с новыми принципами, перестанут орать и, наконец-таки, в самом деле запоют. Париж и Петербург гудят. Проклятая цыганка околдовала представителя старинного аристократического рода Ивана Тургенева, звезда оперы испанка Полина Виардо, описание внешности которой простирается от простого некрасивая до пейзажа одновременно чудовищного и экзотического, наложила чары на русского писателя.
Тургенев оставил Россию и последовал за Виардо в Европу. Наличие мужа у цыганки и еврейки, как ее называют в Петербурге, Тургеневу не помешало. Роковым стал сивильский цирюльник в Санкт-Петербурге. Тогда, услышав впервые Полину Виардо, он сразу и бесповоротно понял, что влюблен. Мать начинающего писателя Варвара Петровна твердит ему: «Околдовала тебя проклятая цыганка и грозится лишить сына наследства». Как быстро отступится Тургенев от своей любви? Сложится ли у них любовь втроем, он, она и муж? Об этом вы узнаете в ближайших выпусках, потому подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить. И вот уже мечтою странной душе наполнилась моя. Говорят, Франция стоит на пороге Первой оперной войны. Двор обожает строгий и помпезный академизм Люлли и Рамо. А простой публике эта возвышенность чужда и непонятна. Энциклопедист Жан-Жак Руссо, съездив в Италию, обнаружил идеальные, демократические музыкальные образцы, в опере Буффа, конечно. Он уже успел заявить, что французский язык в принципе не пригоден для пения. Покусился он и на музыку аккомпанемента, декларировав, что французам неплохо было бы поучиться этому у итальянцев. И вот сюрприз. В Париж приехал Каффарелли по приглашению Его Величества. Личная беседа с великим кастратом оставила Руссо разочарованным. Каффарелли отказался перевоспитывать французскую аудиторию. Впрочем, не исключено, что подвижки в деле перевоспитания музыкального вкуса у французов будут. Каффарелли, известный горячим и дерзким нравом, поцапался с любимым поэтом короля Балло де Сово. Словесная дискуссия на тему превосходства итальянской музыки над французской переросла в дуэль, в ходе которой Каффарелли тяжело ранил поэта. Это мое личное дело, и прошу вас позволения разобраться с ним самому. Что же будет дальше? Как думаете? Напишите об этом в комментариях. Говорят, что будущий великий французский актер испанского происхождения Луи де Фюнес играет на рояле, не зная нот. Играть его научила мать, очень музыкальная женщина, но, обучив сына высокопрофессионально вовремя нажимать нужные клавиши, как говаривал Бах, она не дала ему вообще никаких теоретических знаний. Поэтому он музицирует по примитивному методу попугайчика, исключительно на слух. Впрочем, делает это Луи де Фюнес на таком уровне, что зарабатывает этим на жизнь, выступая в кабачках и ресторанах. Порой он сам и поет, а иногда устраивает очень смелую для оккупированной Франции вещь. Этот смешной человечек, заметив, что фашисты в кабачке уже дошли до нужной кондиции, организует из них нечто вроде хора, исполняющего шлягеры. В этих шлягерах Луи де Фюнес начинает забавно коверкать слова, да так, что содержание обретает антифашистскую направленность. Но хор из пьяных немцев не способен это осознать. Что же будет дальше? Заметят ли фашисты издевательства над ними? Об этом, может быть, мы узнаем в следующих выпусках.
Но в самом последнем месте я играл с 5:30 вечера до 5:30 утра. Я не знаю, видите ли вы разницу, но клянусь, время идет не быстро. И за 12 часов я получал 1000 франков и бесплатный обед. Каким вы выходили оттуда? Я выходил утром, после 12 часов игры, похожим на Эриха фон Штрогейма в фильме «Великая иллюзия». Вот таким. А на сегодня все. Я научу вас любить вокал. Зайка весь выпуск снималась тайно. Она просто сидела рядом на диване. Видимо, это потому, что Беня в кадре неизменно. Теперь у меня 2 помощницы.